Во-первых, он позолоченный. Он в 6 раз дороже, чем Bentley Bentayga. Задняя дверь у нее находится только с правой стороны. Но если попытаться нажать на нее пальцем, надо немножечко ударить по нему. Так за что такие баблищи? В этот раз я не буду пытаться смешно шутить и сравнивать, что бы вы могли купить за эти деньги. Скажу очень просто. Перед вами, дамы и господа, самый дорогой внедорожник на планете Земля. Наша передача только про самые дорогие машины, которые вы можете себе позволить. И это китайский внедорожник Karlmann King. Он стоит от 120 миллионов рублей. Почему я говорю от 120 миллионов рублей, вот так делаю рукой? Потому что это предсерийная машина, и я прошу вас сделать на это скидку, потому что вы увидите в процессе нашего ролика, что она немножечко кривовата, сделана из пластика и так далее. Это тут у нас, видимо, тоже какая-то панель. Никто не знает, сколько заказов получит китайская компания, поэтому, можно сказать, перед нами демонстрационный образец. Если клиентам он понравится, они сделают вам точно такую же, только нормальную. Он втрое дороже, чем Rolls-Royce Cullinan. Он в 6 раз дороже, чем Bentley Bentayga. Он дороже, чем LaFerrari. И некоторые его модификации будут дороже, чем Bugatti Chiron. И это китайский внедорожник. Так за что такие баблищи, как поет певица Монеточка? Расскажи, почему за такие баблища такое дерьмище? Вообще появилась эта машина, впервые о ней заговорили в 2016 году. Тогда было объявлено, что ее тираж не превысит 10 штук. Эта машина построена на платформе американского пикапа Ford F-150. Понимаете? F-150. Весить эта хреновина должна в районе 5 тонн, когда будет бронировано. И это шасси выбрано, конечно, неспроста. Оно выдержит такую нагрузку. Но, ребята, Ford F-150, да даже Ford F-550 не будет стоить в Штатах больше 80, ну хрен с ним, 100 тысяч долларов. За что 2 миллиона? Во всем здесь чувствуется такая вот предсерийность. Ну, немножечко задевает ручка, немножечко заклинивает. И тут, чтобы она не заклинила, немножечко ножиком подправили. Очень, очень изящно. Дверь открывается с таким приятным пластиковым звуком. И вот что мы видим, ребята, внутри. Это просто роскошь. Роскошь. Где цыгане? Где медведь? Где... Что там у них еще? Баян или как там? Господа, чтобы вы поняли, с чем мы имеем дело, я покажу вам ключ от этого автомобиля. Во-первых, он позолоченный. Во-вторых, позолота слезла уже через несколько месяцев после того, как была нанесена. И это никогда не было позолотой. В-третьих, это ключ от Форда. В-четвертых, они просто заклеили логотип Ford. Смотрите, видите? Если я сейчас ногтем проковыряю, там будет логотип Ford. Очень интересно. Так вот, в салоне все пока что сделано точно так же. Выведем вот этот вот американский пластик. В общем-то, это просто перешитые фордовские сиденья, причем перешитые в такую вот... Я бы не сказал, что это самая лучшая кожа, которую я трогал в своей жизни. Я бы даже сказал, что однажды я купил чехлы на ВАЗ-2107, и они были сильно похожи на то, что я сейчас трогаю. Вот это фордовский руль, в котором просто заменили ступицу, вернее, не заменили, ее просто сняли, перетянули в алькантару и написали Karlmann. Господа, впервые на YouTube вы это видите. Роскошь и великолепие. По крайней мере, как ее представляют создатели этой машины. Здесь есть все. Кофемашина, фужеры, шампанское, выдвигающиеся, нет, не ноутбуки, планшеты с клавиатурой, увлажнитель воздуха, небо в алмазах, собственный пульт управления на тачскрин панели. Смотрите, ребята, здесь, в этом замечательном нефиксируемом ящике, находятся капсулы для кофе. Вот, видите, вы можете заказать аж 5. Здесь, в этом шкафчике, великолепный, повторюсь, наборчик таких вот кофейных чашечек. Их здесь 4, да? Видимо, 2 человека, которые будут ехать здесь, и 2 человека, которые будут стоять перед ними на коленях. По разным, возможно, причинам. Немножечко у нас тут золотая отделка отлетела.
но в целом все выглядит довольно презентабельно. На самом деле мы уже давно в Штатах и сняли не только это, но и Lamborghini LM002, а также самую дорогую машину в истории шоу «Дорого-богато», так что не пропусти. Но настало время собираться домой, и я тут кое-что приобрел для нашего канала, например, вот эту вот великолепную камеру. Правда, не совсем разобрался, как она работает. Если что знаете, напишите в комментах. Отдавали недорого, вот хорошая вещь. Ну и ваша Apple Watch, конечно, вчерашний день, сейчас давно уж все на сетчатках, глаз, все вибрирует там, где надо, короче, напрямую приходит. Что тебя смешит? Вот это? А вторая часть чемодана, как можешь видеть, пустая, и ты можешь заказать у меня из Штатов все, что угодно. Обувь, гаджеты, все, что угодно. Потому что теперь есть Grabber, сервис доставки товаров со всего мира через путешественников. Покупатели в приложении пишут, что им нужно купить и в какой точке мира. А путешественники, которые летят из этой страны, делают предложение о доставке. Получается безопасно, выгодно и без таможенных пошлин за превышение лимитов 500 евро на покупки за рубежом. В общем, переходи по ссылке и посмотри, как удобно стало заказывать товары из-за рубежа. Вот это, ребята, кофемашина, она тут, видите, вместе прям вот с розеткой 220 прям вот так идет. Не сильно заморачивались, ребята. Она должна вот так поворачиваться туда и становиться салонной панелью. И вот он открылся. Также у нас здесь имеются фужеры, они в точно такой же разворачивающейся подставке находятся. Можно подумать, что они золотые, но нет. Это, наверное, даже не хрусталь, а стекло. Ну, это выставочный образец, ребят. Хотя, честно говоря, уже и мне и самому смешно. Здесь, несмотря на арабский мир, в общем, нашлось место и для алкоголя. Нам надо немножечко просто откинуть этот великолепный ковер. И мы увидим здесь место для бутылки. Всего тут можно поставить 3 бутылки. Да, всего 3 бутылки, ребят, это несерьезно. Так что в России, возможно, это не будет пользоваться огромным спросом. Сейчас я включу основное освещение. И включу боковое освещение вот этими вот бриллиантами. Пожалуйста, смотрите, как тут все сразу заиграло. И, внимание! Господа, это роскошь в ее изначальном проявлении. Вы только посмотрите. Китайцы даже не стали разрабатывать собственный планшет, они разработали iPad. Часы в золотой окантовке, это IWC, знаменитая часовая мануфактура. Не думаю, что это оригинал, это же все-таки китайский автомобиль, надо как бы держать марку. Думаю, что, скорее всего, это фейк. Как и вся эта машина. Секундочку. Я что-то нашел. Я, кажется, что-то нашел. Ребята, я нашел сейф с отпечатками пальцев. Ха-ха-ха. Ну, наконец-то, наконец-то. Ребята, до этого, если помните, мы делали репортаж про Bentley Bentayga, там тоже есть такая опция, но там она работает. Много денег там хранить не получится. Вот здесь отпечатки пальцев распознаются, и дальше сейф открывается. Думаю, что если приложить определенные усилия, я его открою и без отпечатков пальцев. Кстати, здесь находится спутниковое телевидение. Здесь можно играть в Sony PlayStation. Здесь можно смотреть фильмы. Здесь можно все, что хотите, можно делать. В общем, одних пультов здесь наполовину населения Китая. Вот. Все это добро упаковано в таком же изящном ящичке слева от левого пассажира. Вернем это на место. Ничего воровать не будем. И слева очень удобно так вот открывается пульт с зарядками. Между передними и задними пассажирами традиционно существует перегородка. Эта перегородка вот так вот выглядит. Она опускается и поднимается с помощью пульта. И она представляет из себя телевизор, ребята. Это, кстати, неплохое решение. Мне кажется, это достаточно интересно. Огромный широкоформатный телевизор выполняет роль перегородки. Да, если вы хотите что-то сказать, придется пожертвовать изображением, но, в общем, если поставить впереди камеру и транслировать изображение с этой камеры на этот телевизор, вам будет казаться, что перед вами, собственно, лобовое стекло. Ну, давайте перейдем к этому великолепному пульту. Смотрите, это логотип Karlmann King, и повсюду
повсюду вам напоминают, если вы вдруг в этом золотом великолепии забудете, кто вы есть, повсюду вам такие небольшие золотые подсказочки. Например, вот здесь вот на этом великолепном золоте какой-то пробы там такой, да, пластмассовый, написано Unique Club, то есть вы член уникального клуба. Здесь написано Unique Club, здесь написано Limited. Понимаете, да? То есть как будто вот этого вот цыганского восторга недостаточно. Всегда надо подчеркнуть это. Я, кстати, даже знаю, какую музыку нужно слушать в этой машине. Не эту. Вот эту. Давайте откроем капот. Вам понравится. Во-первых, нужно дернуть ручку. Потом мы подходим сюда и надо немножечко ударить по нему. Немножечко совсем. Раз 50. Вот. Кажется, он открылся. Кажется. Во! Смотрите, он открылся. Вуаля! Под капотом, ребята, фордовский мотор V10. Доступ к аккумулятору, а как вы видите, здесь все зашито великолепной пластиковой панелью с фальшкарбоновой заглушкой, которая, по-моему, даже не фальшкарбон. Это настоящий карбон. Здесь, смотрите, ножиком, раскаленным, судя по всему, прорезали в пластике вот такое вот окошко. И если мы туда заглянем, первое, что мы увидим, это надпись Ford. Потому что воздушный фильтр здесь, как и весь двигатель, от Форда, конечно. В общем, я думаю, уровень предсерийности этой машины вы поняли. Не надо думать, повторюсь, что эта машина будет в таком же виде, когда станет серийной. Если станет серийной, правильнее говорить. Под капотом фордовский же мотор V10 6.8. Называется он Тритон, и ему 100 лет в обед. Он устанавливается, ну, например, на Ford Excursion. Развивает он 362 силы и 680 ньютон-метров крутящего момента, и это неплохо, это как бы даже очень хорошо. Разгоняется эта штука до 140 км в час. За сколько? Никто не говорит. Эта информация держится в тайне. Так, казалось бы, если эта машина эксклюзивная, мы знаем, что эксклюзив покупают очень-очень хорошо. Почему же эти машины до сих пор не раскуплены? И перед нами до сих пор красуется экспериментальный образец. Ведь я взял его не у частного лица, мы взяли его здесь, во Флориде, в Майами, в компании Prestige Imports, которая торгует уникальными, дорогими люксовыми автомобилями. Кстати, по ссылочке в описании вы сможете пройти на их сайт и посмотреть, просто полазить, полюбопытствовать, чем они торгуют помимо этого великолепного китайца. Давайте к нему вернемся и продолжим разговор о том, почему эта скотина такая дорогая. Слева и справа от кресел находятся пульты управления этими креслами. Они мерседесовские, то есть этот пульт целиком взят от Мерседеса. Более того, я могу вынуть его полностью, потому что он упал внутрь, видите? Вот эта штука, она как бы крепится вот здесь. Видите? Но если попытаться нажать на нее пальцем, вот посмотрите, она немножечко проваливается. Да. Не все идеально в этом автомобиле, надо признать. Не все пока работает, но выглядит во многом уже лучше нашего УАЗа. Хотя, вы знаете, я думаю, что... Нет, примерно так же. Управлять креслом я могу с этого великолепного пульта, и с пульта посередине. Очень удобно продолжать держать руку на пульте, когда он раскладывается, но тем не менее процесс довольно долгий. Все, это лежащее положение, мне довольно удобно. Ну, в общем, ребят, для демонстрационного образца это очень неплохо, концептуально это очень забавно, это очень необычно, это абсолютно эксклюзивно. Это, пожалуй, самый эксклюзивный автомобиль, который мы снимали и который я видел в жизни. Может, хватит? Да сколько можно? Это что, реально? У него реально есть такое положение? Для кого? Это когда на посадку заходишь. Да. В общем, ребят, если бы я покупал конкретно эту машину прямо сейчас, я бы заплатил за нее, 1300 рублей. На самом деле, если отбросить весь скепсис, отбросить там издевательство над тем, что в этой машине ничего не работает, выглядит эта штука монументально. Связываться с ней на дороге, скорее всего, никто не захочет. Если кто-то начнет смеяться, можно открыть ответный огонь. Поскольку перегородка — это телевизор, то задняя часть телевизора выходит сюда,
И это достаточно жарко, потому что от нее исходит прям тепло. И посмотрите, что ребята из Китая, они даже как бы не стали заморачиваться, и вот эту вот надпись Super Duty оставили на облицовке верхнего бардачка. Присутствует также вертикальный разделитель лобового стекла. Лобовое стекло состоит из двух прямоугольных элементов. Оно очень сильно затонировано, поэтому снаружи вся машина выглядит матово-черной. Эта машина стоит невероятных денег. Эта машина очень сильно напоминает броневик. И я подумал, раз уж такая машина предлагается на рынке, не проще ли купить, допустим, броневик Typhoon U, на котором я ездил некоторое время назад. Вот вам кадры из этого видео. И поэтому я хочу спросить у тебя, что бы выбрал ты? Напиши в комментах, какую тачку ты бы выбрал, Typhoon U или этот Carlman King. И давай устроим батл в комментах, а итоги подведем в описании к ролику через неделю. Мы всегда пишем, какой лагерь победил. Напиши в комментах, что бы ты выбрал. А нам остается послушать, как звучит этот монстр. Подписывайся на наш канал. Большое спасибо, что смотрел. Дальше будет только интереснее.